Привет! Давненько на обзор мне не попадались беспроводные наушники с плотным добротным басом и при этом с громким звуком в принципе, да таким, чтоб аж уши заворачивались на максималках. И вот сегодня именно такой случай. Наушники Ugreen HiTune T3 по праву можно отнести к категории басхедных внутриканалок с ножками. По технической части звучание в данной гарнитуре обеспечивают 10-мм динамические драйверы с функцией супербаса. За сам же сигнал, в свою очередь, отвечает аудиокодек AAC, помимо которого стандартно доступен и SBC. Ну а сопряжение между смартфоном и гарнитурой происходит по открытию крышки зарядного кейса. В роли связующего модуля выступает современный Bluetooth версии 5.2. На данный момент он уже не последний, но весьма актуальный для большинства телефонов. Наушники и кейс полностью выполнены из глянцевого пластика хорошего качества, в моем случае белого цвета. В продаже также имеется вариант и в черном исполнении. Если говорить в целом, то сборка хорошая. Крышка открывается легко, но за счет встроенного в петлю доводчика она не болтается без дела. На лицевой стороне футляра расположен трехточечный индикатор состояния, что в последнее время встречается все реже и реже. По нему можно определить примерное количество оставшегося заряда внутри, если однократно нажать на специальную кнопку активации и сброса, которая расположена в нижнем торце корпуса рядом с разъемом Type-C. Нажимается она мягко, без характерного щелчка, хоть при этом и немного гуляет. Монтажный зазор чуть великоват. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 400 мАч, сколько добавили в сами наушники, производитель не сообщает. Но учитывая их реальную автономность, речь о которой пойдет чуть позже, аккумы в гарнитуру поставили хорошие. Что же касается непосредственно формата наушников, то это прям стопроцентная классика жанра. Внешне они очень похожи на Honor Airbuds 2 Lite или те же Huawei 4i, ну и с недавними Oppo Enco Air 2 Pro определенное сходство найти можно. В общем, по части дизайна абсолютно ничего нового придумывать не стали. Сами по себе наушники удобные, сидят отлично и самое главное, комплектные насадки в большинстве случаев менять не придется. Лично я этого делать не стал, натянув самый большой размер из набора. К слову сказать, здесь позаботились и о владельцах маленьких ушных каналов. В коробке есть 4 размера вместо стандартных 3 с начальным XS. К сожалению, датчиков автопаузы в эту модель не установили, и увы, фирменной программы производитель также не предлагает. Так что все имеющиеся на борту жесты зашиты здесь на постоянной основе. Перенастроить или отключить ничего нельзя. Минус, конечно, получается приличный, тем более что недавний Anker Live P3i, который я тестировал параллельно, в этом плане были намного лояльнее. Ну а по жестам управления у Ugreen раскладка следующая. Одинарный тап на обоих наушниках отвечает за плей-паузу. Двойной переключает композиции вперед и назад, на правом и левом соответственно. Также по данному действию во время телефонного звонка можно принять вызов или положить трубку по завершению разговора. А вот сбросить входящий можно удержанием пальца на сенсорной области в течение 2 секунд. И если же выполнять данное действие на левом наушнике в момент проигрывания музыки, то можно позвать голосового ассистента. Тот же сценарий с удержанием сенсора на правом позволяет переключаться между режимами активного шумоподавления, прозрачностью и обычным. Никаких дополнительных градаций для фильтров нет, ведь приложение не предусмотрено. Однако работа этих функций меня очень порадовала. Причем если проводить аналогию с предыдущими Anker Live P3i, то здесь шумоподавление и прозрачность справляются со своими задачами немного, но лучше. По крайней мере, сравнивая обе модели, так сказать, лоб в лоб, это отчетливо слышно. Если давать описание в целом, то данные режимы прекрасно подойдут для улицы, наземного общественного транспорта или же для каких-то крытых людных мест по типу ТРЦ. Все переключается четко, без сбоев. Озвучка происходит женским голосом на английском языке. Ну а непосредственно по звуку, как я отметил в самом начале, модель басхедная. Преобладание низких частот слышится в любом жанре музыки, но только лишь басом все не ограничивается. Несмотря на его обилие, середина с верхом на второй план не уходит. Да, V-образная АЧХ здесь очевидна и ярко выражена, но проблеском детальности это не мешает. Вокал и инструменты слышно хорошо. И вот при таких раскладах я не могу назвать их звучание совсем темным. Несмотря на свою направленность, игра это неприятно и, что немаловажно, очень громко. Проводя всю ту же аналогию с Anker, эти наушники громче и басовитее, чего на самом деле я ожидал услышать от P3i. По итогу же HiTune T3 приятно удивили, как и удивила их автономность. В моем стандартном тесте на абсолютном максимуме громкости без фильтров наушники отыграли без малого 7 часов. Я уже даже не припомню, когда получал подобный результат в последнее время. При этом, что занимательно, сам производитель обозначил данную цифру у себя в техническом описании и, получается, не соврал.
В общем, любителям громкого, плотного и басовитого звучания рекомендую присмотреться, особенно если важна хорошая автономность. Как и в случае с недавними Anker Live P3i, игрового режима здесь нет, оттого ожидаемая задержка в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile на слух также ощущается. По моим замерам она получилась в интервале от 280 до 400 миллисекунд. В YouTube при этом звук на слух не отстает, ролики можно смотреть с комфортом. Помимо всего прочего, и популярной нынче функции мультиподключения модель, увы, не обладает, так что если это важно, то данный факт необходимо учесть при выборе. Ну и вроде бы все основное, что хотел по этой модели, я рассказал. Осталось послушать тест микрофонов. Скажу сразу, по этой части звезд с неба гарнитуры не хватает. Ну что ж, друзья, пришла пора протестить микрофоны в наушниках Ugreen HiTune T3. Я сейчас нахожусь в парке, и здесь не особо шумно, хотя, в целом есть от улицы какой-то шум. Плюс легенький ветерочек периодически в лицо задувает, но сегодня великолепная погода, поэтому в принципе, нагрузки на шумодавы здесь особой нет. Дорога не так далеко, она вот там, машины ездят, но не так много здесь машин приезжает, здесь такое спокойное место. В целом, вот в таком вот сценарии использования наушники, а точнее их микрофон отрабатывают довольно-таки неплохо. А вот насчет теста в автомобиле есть небольшие вопросы, потому как, если честно, работа встроенного шумодава мне не очень понравилась. Следующий тест как раз это и покажет. А вот еще один тест работы микрофонов в наушниках Ugreen HiTune T3. Это уже тест автомобильный, закрытые окна, я их открываю. Проспект Мира, шумная локация, вокруг меня едут машины, в той полосе тоже встречные, куда едут машины. Все торопятся на работу. Как-то так это работает микрофон. Очень шумная такая улица. Окна открытые, шума много, нагрузка сильная. А вот еще один тест работы микрофонов в наушниках Ugreen HiTune T3. Я сейчас нахожусь в торговом центре. В принципе, народу здесь не так много, но тем не менее, как обычно, присущий торговому центру гул здесь имеется. Я сейчас включил, чтобы ты послушал фрагмент. Здесь еще на фоне кто-то вещает по громкой связи. Так что вот так вот примерно отрабатывают здесь микрофоны в этих наушниках при вот таком сценарии использования. В целом, довольно неплохо они здесь справляются, по крайней мере, лучше, чем в автомобиле. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, могу сказать, что любителей басхедного громкого звучания Ugreen HiTune T3 равнодушными точно не оставят, особенно учитывая их автономность в 7 часов. Однако не обошлось и без явных минусов в виде отсутствия программы для настройки жестов, ну и конечно же посредственной работы встроенных микрофонов. Во всем остальном наушники мне понравились, в особенности по части звука. Здесь даже скажу так, тестируя параллельно Anker Live P3i и Ugreen, вынимать из ушей последние хотелось меньше всего, хотя постоянные зрители канала прекрасно знают, что я не являюсь любителем большого количества низких частот, но иногда под настроение, конечно же, хочется побольше драйва, и данные наушники его смогут обеспечить. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Если остались вопросы, то пиши их в комментариях, либо заходи в телеграм-группу вопросов и ответов. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.